Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Русторез. Сегодня я прочитаю вам впечатление человека, который пробовал изучать иностранные языки с помощью приложения Duolingo. И что из этого вышло? Как всегда, справа на экране будет текст на русском языке, а в субтитрах YouTube вы можете включить перевод на английский, немецкий, испанский, португальский и польский языки. Итак, поехали. Недавно я начал изучать испанский язык и решил попробовать для этой цели Duolingo. В этом приложении я прошел курс испанского языка. Все темы, все задания и упражнения. Пока проходил этот курс, у меня возникли сомнения, насколько полезной является такая трата времени. И чтобы разобраться в своих сомнениях, я заодно прошел курс английского. Поскольку английский язык я уже знал, то при выполнении упражнений Duolingo мог оценить, насколько они действительно полезны. Кроме того, я мог сравнить качество учебного материала с теми материалами, по которым я учил язык раньше. Так вот, после пары месяцев пользования программой я сделал простой и неприятный вывод. Duolingo – это просто очередная чепуха с громким пиаром. Абсолютно бесполезная вещь для изучения языка, а в определенном смысле даже вредная. Почему я так считаю, я сейчас попробую сформулировать. Весь процесс обучения в Duolingo строится на том, что пользователь переводит фразы, предложенные программой. На первый взгляд это круто, так как дает возможности, недоступные при простом чтении или аудировании. Но в том-то и проблема, что ни один лингвист не изучает язык по коротким предложениям, вырванным из контекста. А заучивание одиночных фраз формирует в нашем мозгу кривые нейронные цепочки. С вырванными из контекста фразами вы искажаете значение слов. Просто потому, что в 90% случаев не существует простого и однозначного перевода того или иного слова. Именно поэтому классические словари типа Collins или Oxford дают не просто перевод, а длинное описание каждого слова. То есть, чтобы по-настоящему понять слово, нужно читать его описание в толковом словаре. Однако, такой метод и времени требует немало. И еще он требует изначально хорошего владения языком, чего у новичков не бывает. Поэтому для большинства людей формирование образа слова в мозгу происходит через контекст. Вы встречаете слово в разных текстах и в разных ситуациях,
и постепенно начинаете осознавать его значение. А при использовании Duolingo этот натуральный процесс заменяется на неестественную и искаженную форму. Что-то похожее происходит и с грамматикой. Полагаю, что главная причина, отчего люди, понадеявшиеся на этот шедевр новых технологий, просто не могут начать говорить. Кроме того, вся эта гонка за очками, рейтингами легко привязывает вас к приложению. Вы часами тыкаете в экран смартфона, думая, что тратите время с пользой. Но это, мягко говоря, заблуждение. Опытные маркетологи, по сути, сделали из вас игроманов, которые бездумно нажимают кнопки и тратят на это гигантское количество времени. Первое время я по своей наивности пытался писать в поддержку Duolingo и предлагать более правильные варианты переводов и грамматических структур. Но вскоре убедился, что это было бесполезно. Я также хочу коротко рассказать о своем опыте изучения языков. Почти все свои лингвистические знания я получил в результате самостоятельного обучения. В школе и университете я лениво учил немецкий язык и забыл все сразу после окончания университета. В 35 лет я выяснил, что на моей работе без английского никуда. Времени ходить на курсы не было, и я стал учить язык самостоятельно. В процессе обучения я разработал удобную для меня методику. С ее помощью я сам смог сдать тесты TOEFL более чем на 100 баллов, а затем вступительные экзамены в бизнес-школу университета Беркли и благополучно ее закончить. Я говорю об этом не из тщеславия, а просто, чтобы показать, было бы желание, а изучить любой язык может каждый. Сама методика проста, как автомат Калашникова. Первое. Нужно определить, для чего, собственно, иностранный язык вам нужен. Без этого вы просто утонете в океане информации. Знать язык как носитель – задача трудоемкая и почти нереализуемая. Можно застрять в процессе на несколько лет. Самой распространенной и практичной причиной для изучения языка является его использование в путешествиях. Что нужно сделать для достижения этой цели? Всего 3 вещи. Изучить основы грамматики, вызубрить 500-600 слов и освоить 5-6 разговорных тем, которые есть в любом самоучителе. Конечно, не надо питать иллюзий и полагать, что вы сможете понимать беглую речь на иностранном языке. Я, например, на родном русском некоторых людей не понимаю, особенно политиков. Но объяснить, чего вы хотите,
и понять, что вам отвечают, вы сможете. Поэтому для сносного общения в поездках достаточно прочитать пару учебников по грамматике, затем пару самоучителей. После этого нужно закрепить материал, прочитав несколько книг, и далее найти носителя, с которым вы сможете заниматься по Skype или Zoom 2-3 раза в неделю по 45-50 минут. Как видите, нигде в этой схеме нет ни Duolingo, ни подобного ему хлама. Друзья, вот такой категоричный вывод делает наш сегодняшний герой. Согласны ли вы с его оценкой? Я уверен, что многие из вас пользовались приложением Duolingo. Буду рад, если вы поделитесь вашими впечатлениями от этой программы в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!